Вы на канале Визаша. Меня зовут Наташа, и я рада приветствовать вас в 2025 году. Я тут расположилась в спальне своей любимой и решила выйти к вам лицом в новом 2025 году, поприветствовать вас и сказать вам о том, что этот год я решила начать с видео «Как связать цветочную девочку». Сейчас я вам ее покажу. Я уже связала вот такую вот маленькую красивую девчушку. И предлагаю вам этот год начать с такой вот девочки, чудесной цветочной девочки, потому что время летит очень быстро, и совсем скоро пролетит зима, наступит весна, и нам нужно готовиться к наступлению весны, к 8 марта, подготовить подарки. Этот безумный переполох новогодний окончен, и нам надо уже готовиться дальше, как говорится, да, когда говорят, готовим сани летом. А у нас получается наоборот. Мы зимой готовимся к наступлению весны. Сейчас я вам ее покручу. Вот такая девчушечка. Почему я решила ее связать? Потому что где-то 1,5 года назад у меня есть видео на канале Визаж. Я была на даче и показывала, что я связала цветочную девочку по турецкому мастер-классу. И очень многие мне тогда писали и просили, чтобы я показала, как ее связать. Несмотря на то, что я объясняла и говорила, что турецкий мастер-класс в принципе очень нормально создан, ну, как бы там нет по-русски ничего, но он по-английски там написано. Сейчас поближе вам ее поднесу. Вот так. Посмотрите на нее, такая красивая девочка. Вот. Но все равно девочки обращались ко мне с просьбой, чтобы я сняла, как связать такую цветочную девочку. Но вы, наверное, знаете, да, что если ей платьице поднять, давайте ее поднимем, платьице вот так, оп, оп, туда девочку нашу прячем, оп, и получается букетик. Так, вот такой букетик получается. Тут я связала, это вязать не обязательно, вот эту вот часть, просто мне было очень-очень, лениво вязать только столбики с накидом, и поэтому я вязала жаккардом, ленивым жаккардом. И получилась такая бабочка, взяла схему бабочки. Но получилось не совсем то, что я хотела. В моем представлении это должно было быть немножечко по-другому. Но в принципе, вот. Мы так вязать не будем с вами. Будем вязать просто сам букетик. Вот такой вот букетик. Здесь еще надо связать бантик. Можно связать, такая вот ножечка. Ну, то есть вы преподносите букетик, а потом этот букетик превращается в девочку. Вот в чудесную такую девочку. Девочка вяжется, не пришивая головы, то есть вяжется голова, переходит в шею и потом сюда в тело девочки. Вот так. Ножек у девочки нет. Здесь, как вы понимаете, просто вот такая вот ножка от букетика. Вот эта вот ножка от букетика. Ну и вот, меня просили, да, я как бы, сколько уже прошло времени, 1,5 года прошло уже, и я отказывалась, не то, что я отказывалась, я просто писала о том, что в турецком мастер-классе как бы все нормально написано, прописано, все нормально, и можно связать как бы по турецкому мастер-классу. Но все равно просьбы поступали, продолжали поступать просьбы, и в этом году я подумала о том, что в связи с тем, что в Беларуси тоже отключили нам монетизацию, у нас удалил AdSense, удалил аккаунты платежные, да, но реклама все равно продолжает в Беларуси показываться, но нет у нас платежных аккаунтов, то есть нам YouTube ничего не платит. Ну, то есть, как бы я, получается, не перехожу дорогу этому турецкому мастеру, вот, потому что все равно он на просмотрах русскоязычного населения ничего не зарабатывает. Вот, потому что в России рекламу отключили. Вот. Но я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. У меня уже рука устала держать эту девочку, хоть она и легкая. Так, просто некуда мне ее поставить, и так села тут на кровати. Ну, в общем, вот так, таким вот видео я решила начать. Связала я эту девочку вот буквально, наверное, примерно, я ее вязала, наверное, дня 4, потому что я вязала не только ее, поэтому у меня столько времени на нее ушло. В принципе, она вяжется несложно, но единственное, что платьишко одно, потом там тоже второе платьишко, это тоже занимает время.
плюс волосики, ну как бы вот, да. Вот такая она красивая девочка. Поэтому приглашаю вас еще раз связать со мной вот такую девочку. Я поднесу, поверчу, покручу вам ее. Вот такая маленькая, хорошенькая девчушка. И сразу так весну-весну напоминает. Несмотря на то, что за окошком еще зима, январь, только закончились новогодние праздники, а на душе у меня уже весна. Я смотрю на нее, поставила ее на полочку. И так прямо чудесно. Ой, 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 вообще просто вот жду весну, весну-весну. Ну все, давайте начнем, приступим. Слово мое затянулось, вступительное. Вот. И свяжем такую девчушку. Итак, давайте поговорим вначале про материалы. Какие нам нужны материалы для того, чтобы связать девочку, цветочную девочку. Ну, у меня вот здесь цветовая гамма представлена, вы видите, какая. Салатовый цвет, фиолетовый. Это такой вот какой-то такой нежно, я бы сказала, типа не морковный, а как это, оранжевый, вот, нежно-оранжевый такой цвет. Ну, в общем, желтый цвет представлен. То есть, что хочу сказать, вы подбираете ту цветовую гамму, какая вам нравится. Какая нравится, либо, может быть, у вас есть в остатках какие-то цветовая гамма, например, для цветочков, и от цветочков, от тех остатков, которые у вас есть, вы уже подбираете все остальное. То есть варианты возможны. Я вязала само тело девочки из пряжи из Yarnart Art Jeans. Вообще вся девочка у меня связана Yarnart Art Jeans. Номера, посмотрите, вот само тело, ручки, голова. Так, это у нас номер 05. 05. Вот такой цвет для самой девочки. Варианты возможны. Есть и нежно-нежно-розовые, например, такие можно делать голову и ручки девочки нежно-розовым цветом, например, сделать, да. Дальше можно, например, сделать более потемнее, вот такой цвет 0,7. 0,7 оттенок, она будет такая более смугленькая девочка, если вы свяжете таким цветом. Что касается тела. Далее цветовая гамма платьица, оборочек и самих цветочков и волосиков. Какие вы хотите волосики? У меня это желтый цвет. Кстати, вот я не взяла желтый номер, но я все цвета подпишу вам. Те, которые буду использовать, я напишу на экране сейчас. И еще будет внизу под видео я все цвета, номера, какие буду использовать в этом видео, то все это напишу. Что касается платьица. Платьица мне вот хотелось такой вот образ девочки сделать, нежный образ хотелось сделать, поэтому само платьице, вот это, само платьице девочки, я хотела сделать в нежно-голубом. Так, сейчас покажу вам. У меня немножечко тут ниточки поперепутывались. Номер покажу вам. Вот 75-й. Это такой нежно-голубой. Камера передает его более резким. Не совсем правильно передает цвет. На самом деле он нежно-голубой цвет. 75-й. И сами оборочки тоже нежные я хотела сделать. Вот нежно-розовый цвет. 18-й. 18-й. Вперемешку может быть еще вот такой вот 83-й цвет. Я не знаю, как его назвать, он как припыленная роза такая. Вот они похожи, эти цвета. Ну, как бы вот чередовать их, может быть. Вот эти цвета, этот цвет и вот этот цвет. Вот. Но я еще подумаю, может быть, все-таки... А уже акцент, то есть сама девочка в таком нежном, да, волосики тоже и желтенькие, я хочу ей, чтобы она была блондиночкой, а уже сами цветочки делать и использовать такую цветовую гамму более яркую. Вот джинс вот такой, 42-й оттенок. Потом у меня еще есть, но это уже у меня в остатке, я не знаю,
Вот такой он прямо такой ядерный. Вот он, видите, он ярче, похож, но ярче, чем вот этот. Вот. Но этот у меня в остатке, номер не знаю. Но можно, как я уже сказала, использовать любые остатки для цветочков. То есть акцент на цветах сверху, чтобы они были яркие цветы, перемешивались с нежными цветами, да, а здесь уже сама девочка нежная. Но, как бы, не знаю, еще подумаю, потому что еще, как бы, может быть, я все-таки решу сделать платьице 33-й цвет, применить, саму платьице, а уже вот на этом ярком 33-й, но он все-таки все равно не такой яркий на самом деле, как передает камера. Я уже по вот этому цвету делать нежные вот эти полосочки, нежно-розовые, вот такую полосочку нежно-розовую переплетать, вот такую нежно-розовую переплетать. Вот, поэтому еще раз повторюсь, я подпишу все цвета, которые буду использовать, я подпишу под видео. И, ну, наверное, под видео, это самое удобное. Ну и на экране, наверное, тоже перечислю сами цвета. Какие еще нитки можно использовать? Вы знаете, наверное, все, кто вяжут игрушки, вы знаете Yarnart Art Jeans, как-то самая популярная ниточка, которая используется в 50 граммах 160 метров. И здесь у нас акрил и хлопок состав. Да? Тут написано. Для тех, кто, может быть, не знает, для девочек я хочу показать. 45, 55 акрил и 45 хлопок в составе. Можно использовать еще вот такую пряжу. Да вообще весь полухлопок, который у вас есть, Baby Cotton Gazal, в 50 граммах 165 метров. Ниточка чуть-чуть, немножечко тоньше, чем Yarnart Art Jeans. Но вот эта нитка мне не нравится. Вообще от Gazal, что касается вот такой вот пряжи, здесь, видите, 60 хлопок и 40 акрил. Мне эта нитка не очень нравится. Почему? Потому что почему-то она вот всегда какой-то не очень хорошей скрутки, и у меня крючок все время цепляется за эту ниточку. Я один раз вязала с нее что-то, я так намучилась, поэтому как бы я не использую эту пряжу, но очень многим девочкам она нравится. Может быть, у них как-то крючки больше подходят, может быть, руки лучше, чем мои, но мне не очень эта пряжа нравится. Поэтому выбирайте, подбирайте пряжу под себя, какую хотите. Желательно, чтобы это был полухлопок. Вот. Что касается пряжи, да, цветовой гаммы. Крючок. Свою девочку я вязала вот этим крючком. 1,75 тулип у меня. Так, не тулип у меня. Кловер. Кловер. 1,75 кловер. Ну, для тех девочек, кто будет вязать в первый раз, я бы, конечно, не советовала таким маленьким крючком вязать, потому что девочкам, кто вяжет не так давно, вязать крючком 1,75 не надо. Лучше взять крючок. Самый идеал, как я считаю, это 1,9 либо двоечка. Но вот у меня есть крючок двоечка гаммовский, мне он не очень нравится. Мне не нравится сама вот эта дюбка. Гаммовский у меня еще есть вот такой вот тоже двоечка. Тоже не очень. Меня устраивают крючки тулип и кловер. Но, к сожалению, такого крючка у меня нет. Ни тулип и кловер, по-моему, вообще нет таких вот номеров, чтобы было ровно, да, там двоечка. Есть еще у меня кловер от 2,25. 2,25 номер вот такой кловер. Вот им я и буду вязать. На видео буду вязать именно им, потому что 1,75 вязать очень как бы надо, ну, неудобно. Ниточка толстовата для 1,75. Нужно смотреть, чтобы она не расслаивалась, поэтому вязать буду крючком 2,25. Девочка получится побольше. Буду стараться вязать поплотнее и использовать крючок буду 2,25. Еще нам понадобятся глазки. У меня это десяточка или восьмерочка. По-моему, это у меня десяточка. Вот у меня на безопасном креплении глазки. Ниточка мулине для вышивки глазок и бровок нам понадобится. Иголочка для того, чтобы пришить цветочки и вышить глазки. Ну и вот саму ручку я тоже пришивала, не приклеивала, а пришивала. Кстати, для тех, кто не хочет пришивать, а, например, вы захотите цветочки приклеить, необходим клей. Какой? Это может быть любой клей, который клеит нитки. И от клея ПВА до горячего пистолета. Выбирайте, подбирайте, какой вам больше нравится. Но я не люблю приклеивать, я всегда пришиваю, поэтому буду пришивать.
Ну вот так, вот такую девочку мы с вами будем вязать, только в другом цветовом исполнении. Ну что, начнем? Начнем вязать с головы. Итак, вяжем голову. И еще хочу сказать вам, как будет построено видео. Не будет здесь прямо каждой по петельке, как я там вяжу, вот этого обучения, да, как вяжутся прибавки, как вяжутся убавки. Этого видео не будет. Поэтому, если, девочки, кто-то вяжет совсем недавно, и вы хотите связать такую цветочную куколку, пожалуйста, обратитесь к другим видео на YouTube, либо в других каких-то сетях, где есть обучающие видео, как связать прибавочку, как связать убавочку. В принципе, здесь больше ничего нет. Все остальные моменты, как вышить глазки, как связать цветочки, пришить волосики, там, ну, все это будет в видео. Но вот этих вот, как вязать петельки, не будет. Я думаю, вы понимаете, да? Поэтому сейчас мы начнем вязать с вами с головы куколки. Начинаем вязать, вяжется она без пришивания головы. Вот, вяжется суцельно, посмотрите. Вот с головки перейдем на шею, потом сюда на туловище. И я напишу на экране рядочки, напишу, обозначу, как вязать голову, чтобы попетельно вам не показывать. Сейчас мы с вами свяжем кольцо амигуруми, и вы будете видеть на экране, как вязать с прибавочками. Для тех девочек, кто вяжет постоянно, труда не составит вот никакого. Ну, мы с вами сейчас начнем, а дальше, я думаю, все будет понятно. Итак, вяжем голову куколки. Я вяжу, напоминаю, цветом 0,5, крючком 2,25 у меня от кловер крючок. Делаем кольцо амигуруми. И в кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Стягиваем колечко, пока не слишком сильно. Тянем за хвостик, пока не слишком сильно, чтобы у нас был разворот. На этом этапе нам нужен маркер. У меня роль маркера играет просто хлопковая ниточка. Я набрасываю ее вот так на начало ряда. И вяжем второй ряд. Второй ряд у нас это прибавки в каждый столбик. Прибавки в каждый столбик. Я сейчас провяжу с вами буквально пару рядочков, и дальше вы будете вязать самостоятельно. Вяжем столбик 1, сюда же вяжем столбик 2. В следующий столбик тоже вяжем прибавку. Итак, 6 прибавок у нас. На выходе 12 столбиков без накида. Так, провязали 12 столбиков. Получилось у вас? Хорошо. Теперь можно потуже затянуть уже хвостик, подтянуть. И дальше продолжаем вязать третий ряд по принципу круга, идеального круга. Те, кто, девочки, вяжут, те знают, как это делается. Те, кто не знает, на экране вы сейчас увидите, все будет написано. Значит, мы вяжем с вами третий ряд, столбик без накида. В следующий столбик вяжем прибавку. Раз. Два. Столбик без накида. Прибавка. И так до конца третьего ряда. Провязали.
Третий ряд готов. Четвертый ряд. 2 столбика прибавка. Вы сейчас все это видите на экране. 2 столбика прибавка. И так далее. Мы с вами вяжем до, сейчас скажу, до какого ряда. Итак, мы с вами вяжем до 10 ряда. В 10 ряду будет 8 столбиков прибавка. И это будет у нас на выходе 60 столбиков без накида. Всего у вас будет в кругу 60 столбиков без накида. Далее с 11 по 23 ряд мы вяжем прямо, без прибавок и убавок, 13 рядов. 13 рядов без прибавок и убавок. И далее начинаем потихонечку убавлять. 24 ряд будем вязать с вами вместе. Поэтому, пожалуйста, вяжите самостоятельно. Единственное, я вам скажу, что я вяжу, вот сейчас нам надо с вами провязать 2 столбика прибавка, да? Давайте провяжем еще этот ряд вместе, 4, и дальше вы будете вязать самостоятельно по принципу идеального круга, то, что вы сейчас видите на экране. Все будет написано на экране. Когда у нас идет четная прибавка, например, как сейчас нам надо с вами провязать 2 столбика и далее идет прибавка, то я эту четную прибавку делю для того, чтобы не было вот этих вот рядочков таких, да. Но в принципе это делать не совсем обязательно, потому как у нас у куколки волосики сверху будут, и вот этих рядочков таких видно не будет. Но все равно я привыкла к такому принципу, поэтому его соблюдаю всегда. То есть я провязываю сейчас 1 столбик, далее вяжу прибавку, и далее вяжу 2 столбика, так как у нас с вами 2 столбика прибавка. 2 столбика и далее прибавка. И так далее. Дальше уже идет у нас 2 столбика и прибавка. И так далее. То есть мы продолжаем вязать до конца ряда, и получается, когда мы доходим до конца ряда, мы должны будем закончить с вами 1 столбиком. Так как мы вот эти 2 столбика разделили, да, провязали 1 столбик и прибавку, поэтому заканчиваем 1 столбиком. Следующий ряд, когда у нас будет 3 столбика и прибавка, я так и провязываю 3 столбика, прибавка, 3 столбика, прибавка. Когда дохожу опять до четной прибавки, у нас 4 столбика прибавка, я вновь делю 4 на 2, получается, надо провязать 2 столбика, затем прибавка. И закончим мы с вами тоже 2 столбиками. Я думаю, что этот момент понятен. Это, конечно, совершенно не обязательно, просто тех, кто... можете вязать просто, там 4 столбика и прибавка, начиная с начала ряда. Я вам рассказываю, как вяжу я. Поэтому я обращаю ваше внимание на такой момент. Все, вяжите, пожалуйста, с удовольствием, получайте наслаждение от провязывания, от вязания. И мы с вами встретимся, когда вы закончите вязать 23 ряд. И у вас будет провязано всего 23 ряда по 60 столбиков без накида. Итак, мы провязали с вами 23 ряда. Посмотрите, пожалуйста, так у вас получилось. Все ровненько, аккуратненько. И теперь на этом этапе мы вставим с вами глазки. Глазки. Выбирайте, где у вас получше вам нравятся столбики, где у вас получше получилось провязать. Вот тут, например, у меня что-то какое-то утолщение, поэтому я так вот определяю для себя вот это место. И нам нужны будут сами глазки, конечно, и булавочки. Отсчитываем 18 рядов сверху. Сверху 18. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Пока примерно, да? Берем булавочку и вкалываем.
между 18 и 19 рядом. Вот немножечко так подальше. Вот так, чик, переколю сюда. И между глазками у нас должно быть, так, по-моему, 9 рядочков, 9 столбиков. Да, 9 столбиков между глазками. Ну, сам глазик, конечно, тоже занимает определенное количество столбиков. Если у вас там большой глазик, то где-то оно будет на 2 клеточки. Вот, на 2 столбика. Поэтому отсчитываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И еще одну клеточку прибавляю и вкалываю. То есть сюда я буду именно сам глазик вкалывать. Глазки у меня винтовые. Вот такие глазки. Вообще я покупала набор на Валберис. Покажу вам сейчас. Вот посмотрите, тут и QR-код есть. 10 миллиметров, 9 и 8 миллиметров. Всего здесь 30 штук. Может, для кого-то эта информация полезная кажется. И, кстати, своей вот этой девочке, да, что я вам показывала. Так, сейчас минутку отодвину камеру. Вот. У меня здесь 9 сантиметров глазки. 9. Я вот их померила, что у меня 9 сантиметров. Так как у меня девочка побольше, та, которую я сейчас вяжу, да, даже вот голова, давайте сравним. Видите, насколько она будет больше. Уже видно, что она будет больше. Я выбрала глазки 10 миллиметров. Буду вставлять. И даже, может быть, можно было и побольше. Ну, в общем, как бы я буду десяточку вставлять. Смотрю. Это у меня вот 9, это 10. Достаем. Что касается... Я вставляю просто и никакими вот этими там зажигалками ничего не прижигаю. Но, пожалуйста, если хотите, если, ну, может быть, вы знаете, что именно ребенок будет играть этой куколкой, или вы будете дарить именно девочке какой-нибудь, да, которая еще не совсем взрослая, то, конечно, все в вашей власти. Вы можете, конечно, как это, запечатать зажигалкой сзади. Я же эту куколку интерпретирую как интерьерная, не игровая, и никому из деток я ее не дарю, поэтому этого не делаю. Но если это вам надо, пожалуйста, закрепляйте, как вам нужно сзади глазки. Итак, давайте ставим глазки. Значит, я беру крючок, достаю булавочку и крючком вот сюда делаю дырочку. Вот так. Ну, у меня этот крючок не такой уж толстый, поэтому следующий беру 3, еще вот так делаю дырочку пошире, чтобы глазик влез. Посмотрите, насколько толстая вот эта вот винтовая часть, поэтому это, конечно, очень толсто. И следующий беру 3,5 у меня крючок. То есть постепенно раздвигаю вот так. Делаю дырочку для глазика. Пробую вставить. Если не вставляется, то беру и следующий размер крючка. Так, вот вставился. 3,5 достаточно мне оказалось, видите? Так, и вставлю заглушку. Заглушку я ставлю вот так. То есть получается не вот сама заглушка имеет такую форму. Для девочек показываю, кто, может, не ставил. Вот она такой вот формы. И здесь узкая такая часть. Не узкой частью, а широкой частью. Я ставлю вот так. Здесь надо приложить усилия. У меня приспособлений нет никаких. Все. Ну и теперь, если вы желаете, можете зажигалкой прижечь эту часть. Она, в принципе, такая остренькая. Может быть, и стоит ее прижечь. Вот. Ну, давайте, может быть, прижгем вот эту одну вместе с вами, да? Хоть я, если честно, сама не прижигала. Ну, давайте попробуем. Так, давайте аккуратно. Я взяла зажигалку, соблюдая технику безопасности, очень-очень аккуратно. И вот так. Прижимаем.
Получилась вот такая плоская у нас, да? Плоская часть. Можно еще подальше, поближе это сделать. Но смысл понятен. И следующий глазик. Можно еще раз пересчитать столбики. Теперь мы точно знаем, да? У нас отмечен ряд, куда мы вставляли. Поэтому не убирайте вот эту булавочку. И считайте еще раз столбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Поэтому мы вот сюда будем вставлять. И глазик будет вот здесь. Вот. Делаем ту же самую манипуляцию. Беру крючок, достаю булавочку, вставляю крючок, проделываю дырочку. Вставляем глазик. Прижимаем сами ниточки туда вот вовнутрь. Обжимаем, так скажем, да. Смотрим еще раз, все ли нас устраивает. Так, сейчас отодвинем. Вы извините, у меня такой штатив, мой тот прошлый штатив сломался, и я купила на Валберес себе штатив, но что-то он мне вот не очень нравится, качается на нем телефон, качается. Но, к сожалению, пока так, уж простите, если немножечко видео будет так пошатываться. Я стараюсь сделать аккуратно, но все может быть. Вот, ну давайте еще раз пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбиков, как и заявлено. Все хорошо, поэтому вставляем заглушку вновь. Широкой частью к вязанию. Бывают такие заглушки, что ну никак не проходят. Вот, чтобы оно вот так. Стараемся поплотнее. Так, все. И теперь давайте, раз я уже тут прижгла, прижгем и здесь. Хоть я говорила, что я не прижигаю, но давайте прижгем и тут тоже. Все, готово. Все, манипуляцию мы эту сделали, глазки вставили на этом этапе. И еще сейчас провяжем пару рядочков, и потом сразу будем вышивать глазки, делать белочек, бровки вышьем, сами стрелочки на глазках. Пока полностью не перейдем на шею, нам это будет сделать удобнее. Поэтому сейчас мы с вами продолжаем вязать 24 ряд, а дальше продолжим работу с глазками. Итак, вяжем 24 ряд. Вы видите на экране, как его вязать. Но давайте провяжем вместе. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. И делаем убавку. Убавку я делаю, цепляясь за первую полупетлю, ближе к нам, которая расположена. Дальше в следующую. И провязываю 2 столбика вот эти вместе. Вот таким вот образом. И так дальше вяжем до конца ряда. 3 столбика. 1, 2, 3. И убавка. Итак, провязали 24 ряд. Вот так должно получиться у вас. Уже пошло на загиб наша головушка, пошла загибаться, да? И на этом этапе мы сейчас с вами вышьем бровки, реснички. И получается, что у нас, ну и стрелочки, да? А, белочек еще вышьем.
Для стрелочек, бровок, ресничек нам надо мулине. У меня мулине черного цвета. Если у вас нет мулине, вы можете взять ниточку, даже ту же самую Yarnart Art Jeans, например, разделить ее на волокна, если у вас есть черная ниточка. Если нет черная, может быть, у вас есть коричневая, либо темно-коричневая ниточка. Тоже вполне возможно это сделать. Либо обычная швейная нитка, только сложите ее в несколько слоев, там, например, в 3, в 4, в зависимости от толщины вашей ниточки. И подберите для себя удобную иголку, которой вам будет удобно работать. Иголочку вот такой длины, сколько она у меня тут, наверное, сантиметров 10, потому что между глазками, да, чтобы у нас вот хватило расстояния, не надо было делать несколько вкалываний. И вот ниточка мулине, она состоит из 6 ниточек. Я разделила, и у меня осталось 3. Вот 3 нити у меня здесь. В одно сложение, в 2 я не складываю, конечно. Делаю узелок на конце нити, даже несколько узелков, чтобы когда мы втянем в голову нашей куколки, чтобы узелок застрял внутри. Ну, можно, кстати, закрепить и там. Итак, вышиваем стрелочки. Вводим иголочку, посмотрите, вот наш глазик, вот на этой клеточке, да, вводим иголочку на одну клеточку дальше, чем расположен сам глазик. Вы, кстати, конечно же, можете вышивать, как вам больше нравится. Очень много и мастер-классов на ютубе, как вышивать глазки. Но я вам показываю, как делала я, да, и как показывал мастер турецкий мастер. И вот видите, вот получается у меня крючок 2,25, и вот это вот само вкалывание, видите, практически, вот видите, не видно никакой здесь с этой стороны стрелочки. Вот. Поэтому я переколю назад. Так. И на одну клеточку еще дальше сделаю. Вот сюда вколю иголочку. Вот так. Вот. Теперь меня это устраивает вот таким образом. И проводим, получается, на 2 клеточки дальше, чем сам глазик. Вот заканчивается глазик у нас вот тут. И еще раз, 2, на 2 клеточки вот сюда. И завожу иглу, возвращаюсь назад на середину глазика. Вот так, на середину глазика. Подтягиваю все. И сделаю утолщение именно вот в части вот этой вот стрелочки. Сюда я не возвращаюсь, сюда, а вот именно вот здесь делаю утолщение. Теперь вкалываю сюда иглу, в конец нашей ниточки, там, где у нас уже был конец, и поднимаюсь на одну клеточку выше, и в сторону. То есть вот, да, наша клеточка, и вот сюда в сторону ухожу. Я думаю, что, ну, давайте так попробуем. Может провалиться, потому что дырочка, ну, слишком толсто крючком вязала я, поэтому проваливается ниточка. Так. И нам надо сделать, видите, она проваливается, поэтому давайте сюда войдем иглой и чуть-чуть сделаем повыше. Вот сюда. Так. И еще разочек сюда втыкаем. Теперь вот втыкаем сюда и на одну клеточку дальше. Даже можно и на 2, давайте на 2, потому что она опять провалится. Вот так. Сюда вот. Посмотрите. Вот так. Возле глазика. Ой, ниточка моя вылезла. Так, вот тут у нас получилась вот такая вот стрелочка. И сейчас мы сделаем с вами вот отсюда не слишком длинную на одну клеточку. Вот. Вот сюда. Сейчас я только заправлю ниточку, извините, у меня
выпала ниточка. Плюс еще и иголка толстоватая у меня. Конечно, лучше иметь иголочку с широким ушком, но чтобы она была не такая толстая. Вот, ну и давайте. Вот на одну клеточку вообще-то нам надо. Ну, давайте я вколю вот сюда, потому что она у меня провалится, как всегда. Поэтому я вкалываю чуть-чуть дальше. И сразу завожу иглу на следующий глазик. Вот сюда. Вот. То есть тут у нас было на 2 клеточки. И сюда я, получается, 2 клеточки отсчитываю от глазика. Вот посмотрите, вот так. Видно, я надеюсь, вам вот так. Все. Перешли на следующий глазик. Так. Тут у нас вот так получилось. Все, чтобы не стягивайте сильно, чтобы было все естественным образом. И точно так же вышиваем и этот глазик. Вновь заводим нашу ниточку на 2 клеточки дальше. И на середину глазика возвращаемся. Толстая иголочка. Так. И еще раз сюда же. Вот так. Делаем стрелочку, поднимаясь на 1 столбик выше. Вот мы вкалываем сюда, значит, на 1 столбик и в сторону. Я на 2 столбика увожу, потому что у меня проваливается ниточка. Если у вас не проваливается, уводите на 1 столбик. Не вот так на 2, а вот на 1. Вот так. Я вот так на 2 делаю. Так, здесь мы утолщение сделали на глазике. И теперь наша стрелочка. Стрелочка наша вот так пойдет. Так, как у нас тут было? Вверх. Так. Вот так. Тоненькая стрелочка будет. И возвращаемся. У нас получается вот сюда, на начало глазика, вот сюда вот. Вот так. На начало глазика. Вот. Так. Так, нет, неправильно. Не на начало. А, ну правильно, на начало. Все правильно. На начало глазика, вот как здесь у нас, видите? И делаем вот на 1 клеточку в сторону и вверх. Вот так. Так подтянуть надо все. И уходим сразу на вышивание бровки. Значит, бровки. Ой, извините, качнула камеру. Так, и на бровки. Значит, бровки у нас... Давайте сделаем... Здесь у нас получается стрелочки, видите, как идут? Давайте на 1 клеточку вот ближе, да? То есть не вот сюда будем вкалывать крючок, тем более и клеточки так у меня немножечко скошенно идут, а вот сюда, по вот этой линии. И насколько у нас на 3 столбика вверх или на 4. 2, 3. Давайте на 4, да? Тут у нас место надо на челочку, чтобы осталось. Поэтому у той куколки у меня получается на 3 столбика вверх. 1, 2, 3. Ну, давайте на 3, потому что может челочка наша закрыть. Давайте на 3 делать. Так, значит, мы вкололи в нашу эту самую, да? И ориентируемся. Вот наша стрелочка здесь закончена. Вот. Мы на 1 ближе ориентируемся и считаем 3 столбика. 1, 2, 3. Вот сюда. Нам надо вывести иглу. Вот так. Так. Подтягиваем. Давайте посмотрим на наши стрелочки. Все хорошо. Устраивает вас так? Посмотрите. Все. И на, получается, 1, 2, тоже на 3 столбика у нас бровка идет вниз. И на 1 столбик вниз. То есть, получается, вот посмотрите, на 1 столбик вниз, на 1 столбик, так, хорошо видно. Вот, и на 3 столбика, 1, 2, 3, и на 1 столбик вниз, вот сюда,
втыкаем иглу. И сразу переходим к следующей бровке. Тоже ориентируемся. Вот наша стрелочка. Один столбик сюда, ближе к глазику. И раз, два, три вверх. Вот сюда нам надо воткнуть нашу иглу. Втыкаем вот сюда. Так. Смотрим, вот такая бровочка. И, значит, точно так же и с этой стороны. 3 столбика и на 1 столбик вниз. Вот. Раз, два, три и на 1 вниз. Вот сюда. Вот так. Все, теперь выводим нашу иглу вовнутрь головы. Подтягиваемся вот так. Смотрим, что у нас получилось. Давайте я попробую отодвинуть, чтобы не затряслась камера только. Вот. Вот так. Все. Мне все нравится. Посмотрите, если вам что-то нравится. Не нравится, если вам что-то, то вы обязательно все распустите. Переделайте, так как вам нравится. И мы продолжаем дальше. Закрепляем, видите, у меня тут ниточки. Закрепляем нашу ниточку внутри. Делаем узелочек. Еще один. Все. Закрепились, ниточку обрезаем. Так, все, готово. Ниточку обрезали. И теперь вышиваем белочек глаз. Я взяла другую иголочку, чтобы она была не такая толстая. Вот. Взяла ниточку обычную Yarnart Art джинс белого цвета. В одно сложение буду делать. И начинаем. Можно сразу закрепиться просто здесь вот внутри. Завести и закрепить ниточку. А можно завязать узелочек, как вам больше нравится. Вот. Можно вот так и завязать узелочек просто. Все, закрепились. Так, много ниточек у нас тут образовалось пока. И теперь втыкаем иглу вот сюда, вот где наша стрелочка, да, вот она, стрелочка заканчивается. И вот тут сюда вот, стараясь не разделить ниточку, чтобы ниточка стрелочки не была разделена, вот сюда вот воткнули иголочку. Так. Так, и теперь втыкаем, вот так прокладываем нашу ниточку вдоль глазика. Точнее, вот обрамляем глазик вот так. И я завожу иглу чуть-чуть дальше, чем середина. Чуть-чуть дальше. Вот сюда. И сразу перевожу иглу на другую сторону. У меня, конечно, иголочка коротенькая, но я вот так. Здесь у нас заглушки стоят, поэтому они могут мешать. Вот таким вот образом. Вот так. И точно так же заводим вот сюда ниточку. Все натягиваем хорошо, очень, чтобы натяжение нити было хорошее. И втыкаем тоже вот сюда, где наша стрелочка, только стараясь, чтобы стрелочка не разделилась. И выводим сразу вовнутрь головы иглу. Укладываем вот так нашу нить. Так, здесь у меня получилось плохо. Хотя нет, нормально. Нормально. Заглушка там мешает, поэтому получилось не совсем близко к глазику воткнуть иглу. Так, все. Вот таким вот образом у меня это получилось. Вот так. Все. Закрепляемся внутри вновь.
Вяжем 25 ряд. В 25 ряду мы с вами вяжем 2 столбика, убавка, 2 столбика, убавка. Ничего нового. Вяжите, как видите на экране. 2 столбика, убавка. Старайтесь вязать поплотнее. Тем более, если вы вяжете таким вот крючком, как у меня 2,25, поэтому могут проглядывать дырочки. Поэтому желательно это делать поплотнее, потуже. Но не настолько туго, чтобы потом в следующем ряду вы не смогли вставить крючок. 2 столбика, убавка. Провязали 25 ряд. У нас с вами 36 столбиков в ряду сейчас. Вяжем 26 ряд. В 26 ряду вяжем 4 столбика убавка. 4 столбика убавка. Все точно так же. Убавка. И в конце 26 ряда у нас с вами будет 30 столбиков. Так, смотрим, что у нас получилось. Вот такая голова на данном этапе. И на этом этапе давайте набьем голову, потому что уже больше и больше мы идем на сужение, и потом будет это сделать неудобно. Поэтому берем холофайбер и просто запихиваем его вовнутрь. Старайтесь распределять холофайбер по вот так вот, заводить вот так, ну как бы по стеночкам, да, распределять, чтобы все по стеночкам у вас плотно лежало по голове куколки. Я набиваю не слишком плотно, но и не мягко. То есть вот давайте вот на этой девочке я вам покажу. Вот она у меня, видите, насколько? Не слишком сильно и не мягко. Я набила голову, но пока еще не слишком плотно. Вот так я пока набила, потому что нам еще надо идти на сужение, и если мы слишком плотно набьем, то здесь будут некрасивые дырочки. Поэтому пока вот так. Вяжем следующий ряд, по-моему, 27 у нас идет, да, по порядочку. И это у нас 3 столбика, убавка. Стараемся плотненько затягивать.
Провязали 27 ряд. Посмотрите, все я затягиваю плотненько. Вот таким вот образом должно у вас получиться. Следующий 28 ряд вяжем 2 столбика, убавка, 2 столбика, убавка. Тоже все хорошенечко подтягиваем, так как у нас головушка наша уже набита. Пускай не слишком еще полностью, но все-таки набита. Поэтому я все очень хорошо подтягиваю. Я вот прямо вот на стол, вот так вот у меня голова лежит на столе, и я вот очень хорошенечко вот так подтягиваю, особенно после убавки. Вот провязала 2 столбика, теперь делаю убавку. Ну, так как я хорошо подтягиваю, видите, крючок, не надо спешить никуда. Сделали убавку. И теперь нам до следующей, да, и надо очень хорошо подтянуть большое расстояние до следующего столбика после убавки. Я хорошенечко, хорошенечко вот так все это подтягиваю. Да, потом в следующем ряду, конечно, сложновато крючок втыкать. Можно, кстати, взять крючок поменьше на этом этапе. Так, и так продолжаем вязать. 2 столбика, убавка. Провязали 28 ряд. Посмотрите, как у меня это получилось. И теперь на этом этапе можно еще немножечко поднабить. Следующий 29 ряд будет последний ряд с убавками. И дальше мы с вами пойдем уже на прибавки. На прибавке. Будем уже вывязывать шею у девочки. Вот с головы переходить на шею. Вот сейчас можно поднабить. Следующий ряд еще убавочки. И у нас сейчас с вами 18 столбиков. В следующем ряду останется 15. Поэтому сейчас вот поднабить это будет удобнее сделать. Вот туда распределяйте, там, где глазки. Вот так. Все хорошенечко. Вот сюда, вот в эти места, да, где которые вот эти вот места, чтобы они не были пустые. Тоже все хорошенечко туда. Наполнитель, холофайбер. Все заполняем. Набила я голову достаточно хорошо, как положено. В этом месте еще тоже буду поднабивать после того, как мы вот будем вывязывать шею. И вяжем последний ряд. Еще хотела обратить ваше внимание, когда набиваете, чтобы не попала рабочая нить туда вовнутрь. Довольно-таки часто это бывает, поэтому можно вот так вытянуть нить и держать крючок вот так и набивать чем-то другим. Можно либо ручку использовать, либо другой крючок использовать, но чтобы туда не попала рабочая нить. Вот я сейчас набивала, и у меня туда рабочая нить попала, поэтому решила обратить на это ваше внимание. Так, 29 ряд. 29 ряд мы вяжем с вами 4 столбика, убавка, 4 столбика, убавка. И встречаемся в конце 29 ряда. У нас с вами будет 15 столбиков.
Все, самое сложное, на мой взгляд, мы сделали. 29 рядов провязано. И теперь мы не будем больше делать убавки, по крайней мере, на голове. Сейчас мы вяжем с вами 30, 31 и 32 ряд без изменений, а точнее 15 столбиков без накида. Вяжем и встречаемся с вами после того, как вы провяжете эти 3 ряда. Встречаемся, когда будем вязать 33 ряд. И еще хотела вам напомнить, вы можете взять крючок поменьше, если вам сложно вязать тем же крючком, чтобы дырочки были поменьше. И вот эту часть, которую нужно провязывать более плотненько, да, чтобы не было дырочек, вязать крючком поменьше. Провязали 32 ряда. Вот такая получилась небольшая шея у нас в нашей куколки. И теперь мы идем на расширение. На этом этапе вы можете поднабить шею, а можете потом. Тут не принципиальный вопрос. Сейчас мы идем на расширение, поэтому сделать это будет все равно удобно. Вяжем с вами 33 ряд, 4 столбика, прибавка. И у нас с вами будет 18 столбиков по окончании вязания 33 ряда. Провязали 33 ряд. И теперь, пожалуйста, давайте вяжите самостоятельно, так как вы видите на экране. 34, 35 и 36 ряд. Сейчас мы вяжем с вами 2 столбика прибавка, это 34 ряд. Далее 3 столбика прибавка, 35 и 36 ряд, 4 столбика прибавка. На выходе у нас с вами должно быть в 36 ряду 36 столбиков. То есть сейчас у нас 34, 35 и 36 ряд. 2 столбика прибавка, 3 столбика прибавка и 4 столбика прибавка. Значит, всего у вас будет 36 столбиков в 36 ряду. И встретимся на 37 ряду и будем менять с вами цвет нити. Итак, провязали, сколько у нас получается? 30... Так, это у нас 36 рядов, да? Провязали 36 рядов. И я предлагаю набить сейчас на этом этапе. Именно вот шею нам надо набить очень плотно. Используйте либо ручку, либо крючок. И набивайте очень плотненько, потому что девочка будет держать на голове цветочки, да? Плюс волосики. Это все у нас тоже утяжеляет все это дело. И нам надо, чтобы голова держалась крепко. Поэтому набиваем поплотнее вот эту вот часть. Я набила поплотнее шею. Эту часть пока, конечно, смысла нет набивать. И дальше мы меняем цвет нити. Я все-таки выбрала поярче. Я вам говорила, что хотела голубой. Там, ну, неправильно передает цвет. Я вам покажу номер 33. Очень насыщенным делает камера его. На самом деле он не такой, совершенно другой оттенок. Так. Перехожу на вот этот цвет, 33-й Ярнард Джинс. Как мы переходим на другой цвет нити? Для тех девочек, кто, может быть, этого не знает. Я делаю это следующим образом. Посмотрите, вот у нас 2 петельки такие вот. Когда мы закончили последнюю, да, вытягиваем нашу ниточку, вот эту телесного цвета, и вводим крючок вот сюда и вот сюда. По 2 петельки. Вот так. И продолжаем вязать, пока нам маркер не нужен. Берем другой цвет нити, который вы выбрали. Затягиваем его вот в эти петелечки. Вот сюда. Вот так. И провязываем 36 столбиков без изменений. Хвостик я немножечко вяжу. 2, 3. Без прибавок и убавок. Вяжем 36 столбиков без накида. Вот этот хвостик теперь можно телесного цвета потянуть вот так. Все. Вот мы перешли на другой цвет нити. Вяжем 36. Это у нас какой ряд? 37? Да, 37 ряд. 36 столбиков. Точно так же 38 и 39 ряд. Вяжем без изменений 36 столбиков без накида. Встречаемся, когда будем вязать 40 ряд. Итак, провязали
3 ряда. 37, 38, 39, да? Кстати, я забыла вам сказать, что вот этот цвет, это цвет платья, который будет. Вот, посмотрите на этой девочке. Вот, да? Провязываем, а потом мы будем вязать отсюда платьишко. Поэтому этот цвет, который вы избрали, это цвет вашего платьишка. И далее нам надо с вами провязать 40 ряд. 40 ряд соединительными столбиками будем вязать за заднюю полупетлю. Провязываем 40 ряд. Вот наша задняя, так, тут мешает маркер. Так, вот задняя наша полупетля, вот она. Подхватываем и делаем соединительный столбик. Итак, 36 соединительных столбиков вяжем. Провязали 40 ряд, 36 соединительных столбиков. И далее нам нужно перейти вновь на телесный цвет нити. Если честно, хочу сказать вам, что я не совсем понимаю ход мыслей мастера турецкого, по которому я вязала и показываю вам этот мастер-класс. Но единственная мысль, которая приходит ко мне в голову, это сэкономить нитки. Сэкономить нитки именно того цвета, которым вы будете вязать платьишко, потому что само платье достаточно объемное и может быть как бы с целью только экономии нитей. Потому что все остальное, посмотрите, я вам покажу, вот на этой девочке, все остальное оно внутри, видите? То есть там вообще ничего, сейчас отодвину. Вот. Тут вообще ничего видно не будет. Здесь сам букетик будет вязаться, и все, что мы сейчас будем с вами делать, переходить на телесный цвет, потом на белый цвет нити. Сам белый цвет нити – это вот эта вот ножка букетика. Но, опять-таки, она может быть и зеленого цвета, так как же это, ну, как бы, да, цветочек, растение, обычно это зеленого цвета. Но здесь, наверное, уже в зависимости, какие нитки у вас есть, на те нитки можете и перейти. Это не принципиальный вопрос, я так думаю. Либо на белый цвет, либо на зеленый цвет перейти. Вот. Либо оставить телесным цветом оставить и не переходить. Уже вязать телесным цветом до конца. Но так как я показываю вам так, как турецкий мастер вязал, да, то давайте будем переходить, как предлагает мастер. Значит, переходим на телесный цвет нити. Вновь я делаю это таким же способом. Только здесь у нас одна петля, так как у нас был соединительный столбик. Ну, можно, в принципе, сделать следующим образом. Давайте поближе. Так. Можно перейти просто, как мы обычно переходим. Берем, заводим крючок в петельку. И соединительный столбик, последний вот этот, делаем телесным цветом. Я, кстати, его не отрезала, поэтому я просто подхватила ниточку и все. И втягиваем сюда. Все. Мы перешли на телесный цвет. И получается у нас 41 ряд сейчас. Вяжем 36 столбиков. Обычные полноценные 36 столбиков. Вяжем телесным цветом. Так. Вообще тоже не совсем понятно, зачем вязать соединительные столбики. Почему нельзя было провязать обычные столбики на данном этапе. Тоже как бы какая здесь цель преследуется, сложно сказать. И вот сейчас вот получается, вот наша вот эта петелька должна остаться. Здесь как бы идет какое-то как утолщение, видите? Теперь получается. Соединительные столбики, они плотнее. Теперь крючок нам вставить сложнее.
Вот таким вот образом провязываем столбики, а вот эти петельки остаются, за которые мы будем подхватывать и вязать платьишко потом. Все, таким образом довязываем до конца 41 ряда. Провязали 41 ряд, 36 столбиков. Кстати, вот этот цвет нити можно пока обрезать, он нам пока не нужен. Чтобы он нам не мешал, пока мы его уберем. Далее 42 ряд мы вяжем вновь 36 столбиков без прибавок и убавок. 42 ряд, 36 столбиков. Так, отмечаем маркером, обязательно не забываем, а то мы можем перепутать, где у нас начало. Хотя здесь ошибиться тоже сложно, вот по вот этому можно определять, да, потому что тут все-таки ступенечка все равно есть, она присутствует. Так, 36 столбиков, 42 ряд. Провязали 42 ряд, вяжем 43 ряд. 43 ряд вяжем 2 столбика, 4 столбика, извините, 4 столбика убавка. 2, 3, 4, убавка. И так далее до конца ряда. Обратите внимание на экран, вы видите, сейчас написано 43 ряд, 4 столбика убавка, и 44 ряд вяжите 30 столбиков, которые у вас будут после провязывания 43 ряда, 30 столбиков без накида, без изменений. 44 ряд провязан, следующий 45 ряд. Вяжем с вами 3 столбика убавка. Провязали 45 ряд, и у нас с вами сейчас 24 столбика. 24 столбика. И нам надо поменять цвет нити на белый. Еще раз вам скажу, что я считаю, что я не знаю, почему и для чего мастер меняет турецкий этот цвет нити на белый, потому что, ну, опять-таки, еще раз вам скажу, что это вот эта вот ножка, вот эта ножка беленькая, вот это. Она может быть и зеленой, она может быть и, я думаю, и телесного цвета тоже. Тут как бы не принципиальный вопрос. Поэтому в зависимости, сколько ниточек у вас, да, вы можете здесь уже сами решать, менять вам этот цвет нити или не менять. На этом этапе можно набить немножечко, вот здесь, ну как немножечко, нормально набить тело девочки нашей синтепоном и меняем цвет нити на белый. Я поднабила тело нашей девочки, вот, пока еще не слишком плотно. Переходим на белый цвет нити. И вяжем 46 ряд, 2 столбика убавка. Хвостик немножко можно ввязать, у меня длинный хвостик, так подтянем. Так. Два столбика убавка.
Хвостик отпускаю, продолжаю вязать. Так, эту петельку можно уже распустить вот так. И ниточку телесного цвета обрезать. Дальше мы будем вязать только белым цветом нити. И телесный цвет нам уже не понадобится. Вот. Ну, можно сделать это и потом, после того, когда вяжем этот ряд. Мы будем идти постепенно на сужение, поэтому постепенно, как будем идти на сужение, необходимо набивать тело нашей девочки. Так. Провязали 46 ряд. И теперь в 47 ряду, кстати, ниточки я обрезала, телесную ниточку и хвостик беленький, чуть-чуть покороче, и спрятала вовнутрь. Все туда вовнутрь спрятали. Теперь 47 ряд. И мастер турецкий предлагает вновь вязать соединительные столбики за заднюю полупетлю. Я не буду вязать соединительные столбики, я не вижу в этом вообще смысла и необходимости. Я буду просто вязать столбики без накида за заднюю полупетлю. 18 столбиков без накида за заднюю полупетлю. Опять-таки, можно только догадываться, почему мастер предлагает вязать соединительные столбики. Может быть, для какого-то усиления, потому что соединительный столбик, он более плотный столбик. Здесь у нас сюда будет привязываться наша юбочка беленькая, ну, букетик, сам букетик. Вот, может быть, поэтому. Ну, смотрите, как бы я еще раз повторюсь, что мастер предлагает вязать соединительные столбики. Соединительные. Можете вязать соединительные столбики. Я вяжу столбики без накида за заднюю полупетлю. — 18 столбиков. Провязали 47 ряд, 48 ряд вяжем без изменений, 18 столбиков за обе дужки, 18 столбиков без накида. 48 ряд у нас. Так, провязали 48 ряд, 49 ряд, вновь вяжем за задние дужки. Мастер предлагает соединительные, я вяжу столбики без накида за заднюю дужку. Вот так у вас должно получаться. Вот тут у нас душечка, за нее будет крепиться то, что будет как букетик, вот это платьице сверху. А вот здесь будет идти такая небольшая юбочка вниз. Вот у букетика. Продолжаем до конца ряда. Посмотрите, вот такая у нас конструкция на данном этапе. И сейчас мы будем вязать еще раз убавки, поэтому предлагаю сейчас поднабить тело девочки нашей, уже конкретно так хорошо поднабить.
потому что потом это будет сделать еще сложнее. Давайте поднабьем. И следующий 50 ряд, это у нас, по-моему, да, уже будет. Мы будем вязать столбик убавка. Так, столбик убавка. И у нас останется 12 столбиков. 12 столбиков. И эти 12 столбиков нам надо будет провязать 5 рядов без изменений. И далее уже еще раз сделать окончательные убавки. Вот. Мы близимся к завершению вязания тела нашей девочки. Вот. Набиваем. Набила я тело девочки достаточно плотненько. Достаточно плотненько. И теперь вяжем 50 ряд, как я и говорила, и так, как вы видите на экране. Столбик убавка, столбик убавка. И далее получается у нас 12 столбиков, да, и 50, с 51 по 55 ряд, это 51, 52, 53, 54, 55, 5 рядов, вяжем без изменений 12 столбиков. 12 столбиков без накида. И постепенно продолжайте набивать. Постепенно набивайте. И встретимся с вами уже на 56 ряду. Так, я провязала все ряды, которые нужно было. Я вам говорила 5 рядов, да? Но я провязала 7. 7 рядочков провязала, потому что обычно, когда вот этот вот хвостик, и когда букетик держишь, то маленький вот этот хвостик, да, вот тут он, за него очень потом плохо держаться. Поэтому я решила, ну, на 2 рядочка больше провязать. Вы смотрите, как вам больше это сам можете вязать так, 5 рядов. И набиваем вот эту вот ножечку, да, набиваем. Так, я поднабила вот эту ножечку. И теперь у нас последний с вами ряд. Это 6 убавок. Вяжем 6 убавок. Провязали. Ну и вот здесь можно еще немножечко сюда запихнуть. Вот здесь какой-то, там, например, маленький крючочек, либо что-то такое. И еще сюда поднабить холофайбер. Я вот взяла крючок маленький, чтобы сюда проходил. И немножечко. Так, все, достаточно. Все. Теперь вытягиваем нашу ниточку немножко, чтобы нам завершить наше вязание. Обрезаем ее и заправляем в иголочку. Заправили ниточку в иголочку, и по направлению движения нити, как мы вязали, не в ту сторону, а вот сюда, по направлению движения нити, хватаемся за наши вот эти вот петельки. И 6 у нас получается столбиков. И вот так вот 6 раз. Раз, два, три. Подтягиваем. Смотрите, аккуратно не порвите ниточку. 4, 5. Так, опачки, хвостик.
Тут у меня почему-то 5, но тут уже да. Все. Стягиваем вот так. Хорошенечко подтягиваем. Оп. Вот таким образом, чтобы дырочки. Самое главное, чтобы не было дырочки. Все туда вовнутрь. Вот так я иголочку вставляю. Вот. Вот так. Вывожу в любом месте через какое-то расстояние. Подтягиваем ниточку вот так. Делаем узелочек закрепительный на нити. И ниточку уводим. Сюда же втыкаем, да, вот откуда выходила у нас ниточка, сюда же втыкаем и выводим ее, выводим нашу ниточку с узелком, чтобы узелочек спрятался. Так. Смотрим, все спряталось у нас, все аккуратно. Ниточку обрезаем. Пожмякаем вот так вот, чтобы кончик, если вдруг у вас остался, чтобы он туда вовнутрь спрятался. Вот такая заготовочка нашей девочки у нас получилась. Вот такая, да? Пока как бабочка, наверное, как когда вот бабочка, она что же, когда расцветает, сначала у нее такая какая-то, кто там, личинка, как она называется у бабочки? Куколка. А, вот куколка, точно, называется куколка. А потом из куколки появляется бабочка, да? А у нас вот появилась такая вот заготовка для нашей куколки цветочной. И теперь мы с вами свяжем ручки для нашей девочки. И на этом первая часть видео будет окончена. Она и так, наверное, получится у меня очень-очень длинная, потому что я показываю достаточно подробно. Значит, сейчас мы вяжем с вами ручки. Они вяжутся одинаково из телесной пряжи. Мы с вами свяжем одну, а вторую вы свяжете аналогично. Ручку. Вот такую ручку мы с вами свяжем. Вот как пальчик здесь вяжется попкорн. И я хочу сказать, что неважно с какой стороны, то есть либо вот будем пришивать вот так, либо вот так. То есть как бы вы вяжете по той же самой схеме, вот которую схему, что вы видите сейчас на экране, вяжем ручку и пальчик одинаково. Ну, вы поняли, да? В одном случае мы пришьем ручку вот так, и пальчик будет вот здесь, а в другом случае пришьем ручку вот так, и пальчик будет вот здесь. Вот. Поэтому вяжем абсолютно одинаково. Начинаем, как обычно, с кольца амигуруми. 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Раз, два, три, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо, пока не сильно. Отмечаем маркером начало ряда. Так, куда-то я свой маркер задевала. Так, вот он у меня. И делаем прибавку в каждый столбик. Раз. Сюда же 2. Раз. Сюда же 2. Раз. Сюда же 2. Раз, 2. И
Последний столбик. Раз. И сюда же 2. Затягиваем потуже. Так. И все. Наши 12 столбиков. И теперь мы вяжем с вами 2 ряда по 12 столбиков без накида. 2 ряда. И встречаемся на 5-м ряду. 3-й и 4-й ряд. 12 столбиков без накида. Провязали. 4 ряда готово. Получилось у вас так? Хорошо. Далее 5-й ряд мы начинаем с убавки. Делаем убавку. И провязываем 10 столбиков с накидом. Ой, извините, без накида, конечно. Без накида. 10 столбиков без накида. Неправильно сказала. Провязали. 5-й ряд готов. В 6-м ряду мы будем вязать с вами попкорн. Начинаем ряд с попкорна. Это и есть наш пальчик. Я вяжу попкорн из 3 накидов. Накидов. Таким вот образом делаем накид. Сейчас, минутку, камера. Делаю попкорн следующим образом. Накид на крючок. Вставляем крючок в первую петлю. Захватываем нить и вытягиваем ее. Еще раз накид. Еще раз ныряем. Вытягиваем ниточку. 2 раза мы это сделали. И еще 3-й раз. Ныряем и вытягиваем ниточку. И теперь провязываем все петельки на крючке вместе. Вот таким вот образом. Далее вновь вяжем все столбики. Сколько у нас там получается? 10 столбиков, да? 10 столбиков без накида до конца ряда. Провязали. Вот такой пальчик у нас получился. И вяжем 7-й ряд. В 7-м ряду мы вновь будем начинать ряд с убавки. Вяжем убавку и 9 столбиков без накида. Начинаем с убавки. Находим полупетлю первую, вторую, делаем убавку. Так, и все. И до конца 9 столбиков без накида.
Провязали 7-й ряд. У нас с вами сейчас 10 столбиков без накида. И вот эти 10 столбиков мы с вами сейчас будем вязать до 18 ряда. Всего нам надо провязать еще 11 рядов. Но перед тем, как их вязать, давайте обрежем вот эту ниточку, спрячем ее вовнутрь, вот этот кончик, чтобы он не мешал вязать, да? И немножечко по мере вязания наполняйте холофайбером. Вот я вам сейчас покажу, как я наполняла. Вот здесь я наполняла так довольно-таки, можно сказать, не сильно плотно, но все-таки поплотнее. А дальше здесь уже практически, вот здесь вообще нету у меня, а вот здесь так немножко. Вот. Больше всего это в самой ручке, вот здесь, в самом начале, вот здесь, холофайбером. Итак, таким вот образом, значит, вяжите, пожалуйста, до 18 ряда. То есть это уже все, это уже ручка будет связана. И уже в самом конце мы с вами встретимся, когда вы провяжете все рядочки, и закончим вязать нашу ручку. Вот так прячем туда кончик. И немножечко наполним холофайбером. Вот таким вот образом. И 10 рядов, или сколько, нет, 11 рядов по 10 столбиков без накида. И встречаемся с вами. Итак, провязали ручку. 18 рядов связано. И хочу обратить ваше внимание. Если, например, вы закончили вязать, я сейчас пару столбиков распущу. Вот, например, вы закончили вязать вот здесь. Но бывает смещение, да? Когда мы вяжем по кругу, все время идет смещение. И вот вы, например, закончили вот здесь. И сейчас нам нужно будет соединить 2 стеночки ручки. И если вы вот так вот соедините, то ваш пальчик окажется вот здесь. Это будет неправильно. Потому что потом вы будете пришивать, и он вообще окажется сзади. Поэтому смотрите, провяжите еще несколько столбиков для того, чтобы, когда будем сейчас соединять 2 стенки ручки, то пальчик был вот так в сторону, смотрел в сторону. Поэтому необходимо тогда вам довязать, ну, вот сюда, вот буквально этих 1, 2, 3 столбика. Обращаю ваше внимание на это, чтобы у вас не получилось так, что пальчик окажется где-то сзади, либо он будет торчать сюда вперед, неизвестно как. Я думаю, вы поняли меня. Он должен быть, как и у нас, в руках, сбоку. Пальчик должен быть. Вот, я довязала вот эти 3 столбика. И теперь, когда я буду соединять, мой пальчик будет, я даже еще один провяжу, столбик, вот так. Наполнили холофайбером, сколько хотели. Смотрите, чтобы 2 ручки были похожи друг на друга и одинаково наполнены. Немножечко, вот мне надо немножечко еще поднабить. Пока мячем распределим. Все. И делаем 4 столбика без накида. Вяжем. Соединяем 2 стенки ручки. Вот. В один столбик вводим крючок. И в другой столбик на противоположном конце ручки, стороне точнее. И провязываем столбик без накида. Далее второй столбик. 3-й, и 4-й. Ниточку вытягиваем для того, чтобы нам потом пришить ручку. Ну, на расстоянии где-то сантиметров 15-20. Обрезаем нить. Все. Провязано. 2 ручки связаны. Вот. Вот одна будет вот так пришиваться, вторая вот так. Вот. Все, и давайте еще одно дело сделаем в этой части видео. Это мы с вами вышьем носик.
носик вышьем нашей девочке. И на этом первая часть уже будет точно окончена. Итак, вышиваем носик тем же цветом нити, которым вязали, основным цветом нити. Я заправила ниточку в иглу, завязала 2 узелочка, ну так, чтобы они застряли там внутри, когда мы будем вставлять иглу. И нам сейчас понадобятся наши иголочки, помощницы наши, да? Значит, опускаемся на 2 столбика от глазика. Вот глазик у нас заканчивается, вот, и считаем 1, 2. И примерно, сколько тут у нас от глазика, наверное, где-то столбика 2-3. Давайте попробуем. 1, 2, 3. Вставим вот сюда. И попробуем с другой стороны. Все надо проверять. 1, 2. Вот по этому ряду. 1, 2, 3. Нет, слишком большой. Значит, еще ближе. Вот так я переколю. 1, 2, 3. И сюда на 1 столбик ближе. Вот так. На 3 столбика у нас будет носик. Вот так. Значит, у нас получилось, если вот ряд, да, где глазик, мы считаем 1, 2, 2 столбика вниз, вот этот ряд. И от глазика вот 1, 2, 3, 4 в сторону, 4 втыкаем иголочку. И здесь тоже точно так же вниз и 1, 2, 3, 4 втыкаем иголочку. Между иголочками 3 столбика. Вот таким вот образом наметили наш носик. Теперь берем иголочку с ниточкой, и я вставляю, ну, где-то вот снизу можно, где-то вот так вот снизу. Поднимаю иголочку и ввожу вот сюда иголочку. Булавочку убираю. И теперь узелочек так тяну, чтобы узелочек спрятался. Вот он там спрятался. И дальше вставляю иголочку сюда, поднимаю булавочку, сюда иголочку. Все. И вывожу иглу опять сюда же, где я вводила. Вот сюда. Вот так. И сделаю там сколько стежочков? 3-4, чтобы носик был красиво смотрелся. Вот второй раз делаю. Немножечко так подтягиваю, чтобы он был аккуратненький, вот такой вот. Так. Третий раз еще раз давайте сделаем. Если хотите, чтобы он был побольше сюда носик, то, значит, вот смотрите, как вам понравится. Вот. Ну и между этими 2 полосочками еще хочется, да, вот, чтобы вот так было закрыто. Вот. Вот так. Вот. И еще разочек. Вот. И увожу иголочку уже подальше. Так. Вот так. Смотрю, устраивает ли меня. Посмотрите, все хорошо, меня устраивает такой носик. Вот, все. Наша ниточка. Делаем вновь узелочек. Так, сделали узелочек. Втыкаем иглу сюда же, откуда выходит ниточка. И вновь выводим в сторону. Вот так. Все. Наш узелочек спрятался. Можно еще раз так сделать. Узелочек и увести для надежности. Обрезаем ниточку. И вот здесь, где выводили, тоже ниточку обрезаем. Так, ой, не убегай, пожалуйста, наша девчушка.
И теперь пожмякаем, чтобы наши ниточки туда спрятались, кончики. Все, готово. Оп, готово. Носик готов. Все вышито, сделано. Теперь нам остается связать ей платьишко, волосики, цветочки. То есть у нас основная такая работа закончена. Я считаю, что это самая как бы тяжелая такая работа. А во второй части видео жду вас, и мы свяжем с вами красивое платьишко, свяжем волосики, ну и, конечно же, цветочки. До скорых встреч! Надеюсь, вам понравилась такая девочка, и вы обязательно вернетесь, и мы с вами свяжем платьишко. Всем до скорых встреч, всем пока-пока!